В этом видео вы узнаете, кто разработал идею летающего такси и когда он будет готов к использованию. Проблема с дроном от Snapchat. Почему дрон для селфи может взорваться? Складной iPhone. Когда ждать выпуска новинки от Apple? Каким образом ученые превратили обычную воду в металл? Открытие новой планеты. Кто обнаружил новую экзопланету, пригодную для жизни людей? И как можно превратить письменную информацию в увлекательное видео, которое вы не отличите от реальности? Здравствуйте, друзья! Рада видеть вас снова. Если вам интересно быть в курсе последних технологических новостей и инноваций, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Вместе мы будем исследовать удивительный мир современных технологий. А начнем с компании Archer, которая успешно завершила первый этап летных испытаний своего воздушного такси Midnight. Он умеет взлетать, зависать, поворачиваться и маневрировать с помощью 6 передних винтов, что делает его впечатляющим представителем будущего воздушного транспорта. Но что делает эту машину такой особенной? Новая технология компании Archer может пролетать до 160 км между дозаправками аккумулятора на скорости до 240 км в час. Это открывает новые перспективы для городского транспорта, делая короткие перелеты на расстояние от 30 до 80 км доступными и эффективными. Но Archer не останавливается на достигнутом. Компания активно развивается, чтобы ускорить процесс внедрения своих воздушных такси в коммерческую эксплуатацию. Сделки с Atlantic Aviation и NASA свидетельствуют о серьезности намерений компании и ее стремлении к высоким стандартам безопасности и эффективности. Согласно планам компании, уже в ближайшем будущем они намерены принять на борт пилотов людей и начать строгий процесс летных испытаний, приближаясь к цели сертификации и ввода в эксплуатацию к 2025 году. Переходим к компании Snap, создателя популярного приложения Snapchat. Как вы знаете, социальные медиа постоянно меняются, и Snap попытались улучшить процесс создания селфи, выпустив небольшой желтый дрон под названием Pixie. Но что произошло? Pixie был задуман как дрон, следящий за вами и создающий милые селфи. Но несмотря на все попытки, продукт не стал популярным, и компания Snap прекратила его производство всего через 4 месяца после запуска. Но вот что еще интересно. Оказывается, небольшое количество владельцев Pixie столкнулись с серьезной проблемой – перегревом литиевой батареи, и компания Snap предложила этим людям немедленно прекратить использование дрона и вернуть его обратно. На своем сайте компания предлагает возврат полной стоимости продукта и даже оплачивает обратную пересылку. Если у вас есть этот дрон, не стоит рисковать, вы можете получить полный возврат средств. От летающих дронов к складному айфону. Сегодня мы поговорим о самой ожидаемой новинке от Apple – складной iPhone. Давайте разберем, что уже известно. В 2016 году LG начала производство складных дисплеев, и быстро появились слухи о том, что Apple могла быть заинтересована. Однако настоящее волнение началось в 2017, когда появились сообщения о сотрудничестве Apple и LG над складным iPhone. Переходя в 2020 год, Apple заключила сделку с Samsung Display, чтобы получить образцы складных дисплеев. Они тестируют шарниры, стремясь к 100 тысячам складываний. И вот здесь начинается самое интересное. Samsung Z Fold 4 может складываться более 200 тысяч раз. Останется ли Apple в тени или поднимет свои стандарты? Но есть характерный момент. Даже с активными тестами источники говорят, что Apple все еще колеблется. Утечка информации в начале 2022 года намекала на сомнения в зрелости технологии. Совсем недавно эти твиты были удалены. Надежный аналитик Мин Чи Ку говорил, что первый складной iPhone может появиться к 2023 году. Он предсказывал продажи до 20 миллионов в первый год. Однако Росс Янг предупреждает, не ждите его раньше 25-го. Помните, планы могут меняться. Пару лет назад говорили о 21 году, затем о 22-м, а теперь обсуждаем 25-й. Apple играет на долгую дистанцию, наблюдая за рынком и технологией. Переходим к уникальному. Сейчас мы покажем вам удивительную историю о том, как ученые превратили обычную воду в металл. Вода, как мы знаем, обычно является почти изолятором. Однако примечательно, что даже обычная вода может приобрести свойства металла в определенных условиях. Суть в том, что при контакте чистой воды со сплавом натрия и калия можно свободно добавлять подвижные заряженные частицы, превращающие воду в металл. Полученная проводимость длится всего несколько секунд, но это значительный шаг к пониманию этой фазы воды путем ее прямого изучения. Это открытие не только впечатляет, но и открывает новые возможности для технологий будущего. Представьте, что мы сможем использовать металлическую воду для создания новых материалов или даже для преодолевания проблем с обеспечением энергии. Возможности кажутся безграничными. Переходим к новостям из космоса. Недавно НАСА объявила об открытии
открытии новой экзопланеты, на которой по предварительным данным могут существовать условия для жизни. Это уникальная возможность для науки исследовать потенциально обитаемые миры за пределами нашей собственной Солнечной системы. Эта экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды, где температура позволяет существование жидкой воды, основного ингредиента для жизни. Новейшая космическая миссия отправилась в путь, направляясь к южному полюсу Луны. Наземный модуль Nova-C, названный Одиссей, был успешно запущен SpaceX Falcon 9 и сейчас направляется в невероятное путешествие. Это означает, что США готовится вернуться на Луну после более чем 50-летнего перерыва. Мы с нетерпением ждем, когда Одиссей приземлится на Луне 22 февраля и начнет свои научные исследования. Двигаемся дальше и рассмотрим новую модель Sora, разработанную командой OpenAI. Sora может создавать удивительные видеоролики, исходя из текстовых инструкций. Просто напишите текст, и видеоролик будет готов. В результате вы получите видео, которое кажется снятым в реальном времени на камеру, но на самом деле создано исключительно на основе написанного текста. Конечно, у Sora есть некоторые ограничения, но команда разработчиков активно работает над их преодолением и улучшением модели. Важно отметить, что безопасность пользователя – приоритет для компании OpenAI. Они внедряют различные меры безопасности, чтобы гарантировать, что использование Sora проходит безопасно и ответственно. В общем, Sora – это захватывающий шаг в развитии искусственного интеллекта, который открывает новые возможности для создания качественного видеоконтента. Друзья, надеюсь, вам понравился наш выпуск, поэтому мы просим вас подписаться на наш YouTube и Telegram канал, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей науки и технологий.